Всем привет! Меня зовут Василиса, и я впервые записываю voiceover, поэтому я прошу прощения, если я буду звучать несколько неловко. В любом случае, добро пожаловать на мой новый канал, посвященный моему Bullet Journal. У меня уже есть основной канал, на котором, если честно, творится полный хаос, потому что видео на нем не объединены какой-то единой темой, и я просто выкладываю то, что мне нравится. И хотя меня это устраивает, я хотела создать какое-то новое, более аккуратное место для себя, где я смогу делиться своими Bullet Journal'овскими видео. Я начала свой Bullet Journal только в сентябре прошлого года, поэтому я все еще ищу свой стиль, и я все еще делаю множество ошибок, пробуя что-то новое, но в целом 90% моих разворотов посвящены моим любимым кей-поп группам, так как они всегда меня очень радуют. И как вы уже могли заметить, как свою июнгскую тему я решила выбрать Twice. На самом деле, я не считаю себя частью их фандома, пока что, просто потому что я по большей части слушаю только их заглавные треки и не очень хорошо знакома с их B-сайд песнями, но сами участницы мне очень нравятся, и в будущем я постараюсь узнать их творчество получше. Я решила посвятить свой июнь Twice, так как, во-первых, в мае я посмотрела их документальный сериал Twice Seize the Light, и он меня очень впечатлил. Я посмотрела все за один день. А также, во-вторых, опять же в мае начали выходить тизеры к их последнему камбэку More and More, и я просто влюбилась в них, я пересматривала каждый по 100 раз, и я очень жду того момента, когда смогу послушать весь альбом. Я планировала выпустить это видео до его официального релиза, но я не успела, поэтому альбом More and More уже доступен, но я пока что только посмотрела клип, и он оказался таким же крутым, каким я его себе представляла. А своими мыслями об альбоме я поделюсь с вами через неделю в своем следующем видео, так как я хочу еще сделать отдельный разворот, посвященный только самому альбому, где я смогу написать все свои впечатления и выделить все свои любимые песни. Но давайте я все-таки перейду к тому, что вы видите в этом видео. На первом развороте слева я решила приклеить общую фотографию Twice из промо к их новому альбому. Из их двух промо-концептов мне больше понравился более светлый и нежный, что меня очень удивило, так как обычно я предпочитаю более мрачные и темные цвета, но Twice стали исключением. Справа же я сделала календарь на весь месяц, где я отмечу все важные для меня июньские дни рождения, например, а также составлю расписание выхода различных видео как на этом канале, так и на моем основном. На следующем развороте вы можете видеть фотографию Мому, и я также решила попробовать кое-что новое для себя. Обычно я просто делаю один разворот для своих to-do списков, которые, к сожалению, очень часто остаются полупустыми, поэтому в этот раз я решила расчертить весь месяц, чтобы составлять списки дел на каждый день и таким образом дисциплинировать себя, потому что за последние 2 месяца, мне кажется, я очень обленилась, и мне это не нравится, и я думаю, что эти списки помогут мне вернуться в более продуктивное состояние. Конечно, иногда я буду давать себе дни отдыха, а в другие дни у меня будет только один пункт — работа, но я все же надеюсь, что большинство дней будет продуктивными, и я смогу гордиться собой. К левой стороне разворота с Момо мы вернемся чуть позже, просто потому что я знала, что я хочу там сделать, но не была уверена, как это правильно оформить.
Разворот с Чоньон и Чеон изначально должен был быть полностью посвящен, скажем так, итогам месяца, где я бы записывала все просмотренное и прочитанное мною, но в конце концов я решила, что одной страницы с Чеон будет для этого достаточно. На левой же стороне я сделаю трекер своих привычек. Я сначала не хотела его делать, так как очень часто я забываю его использовать и отмечать что-то, но он просто идеально вписывался сюда, и страница с Чоньон стала, пожалуй, моей любимой в июне. Вы увидите ее полностью чуть позже, потому что мне тоже надо было продумать, как ее лучше сделать. Я в своем bullet journal постоянно хожу туда-сюда между страницами, так что в этом нет ничего необычного для меня. На странице с Миной, как вы можете догадаться по наклейке, я буду записывать свои различные идеи для видео, планы и тому подобное. Места на странице на самом деле не очень много, но мне будет его достаточно, потому что у меня подобные идеи расписаны по всему bullet journal, и многие из них я еще не использовала, так что я не думаю, что я напишу здесь много нового. И, наконец, на последних страницах с Анной и Джихё я планирую записывать свои почти ежедневные впечатления. По сути, это будет как мой дневник, где я смогу сама с собой делиться всеми важными вещами и событиями, которые я бы хотела запомнить в этом месяце. Я уже довольно давно не делала страниц с Reflections, но в этом месяце мне захотелось их вернуть. Кстати, Джихё и Сана, наверное, мои любимые мемберы, хотя мне, конечно, нравятся все. Если вы тоже любите Twice, напишите мне в комментариях, кто больше всего нравится вам. После этого я взяла небольшой перерыв, чтобы убрать все лишнее со стола, а также продумать, как доделать оставшиеся страницы. Так что мы возвращаемся к Момо. Здесь я снова попробовала что-то новое и выделила несколько дел, к которым я бы хотела возвращаться еженедельно. Например, пылесосить квартиру каждую неделю — очень важное дело для меня. И также я написала общий список того, чего бы я хотела достичь в этом месяце.
Наконец, вы можете видеть мой Habit Tracker. Я знаю, что очень многие делают маленькие календари для каждой из своих привычек, и мне нравится, как это выглядит у других, но для меня это почему-то не работает. Я предпочитаю делать квадратики на каждый день, которые я закрашиваю разными цветами в зависимости от того, что я сделала в тот день. Я очень рада тому, какой получилась эта страница. Определенно мой фаворит в этом месяце. И да, таким получился мой июньский Bullet Journal. В конце я также приклеила весь трек-лист к новому альбому Twice, так как я уже говорила, я хочу сделать целый разворот про альбом, и я просто не хотела оставлять страницу пустой. Спасибо вам большое за просмотр, расскажите, какие страницы понравились вам больше всего, если такие были, конечно, и я увижу вас на следующей неделе с новым видео. Пока!